Добрый день, уважаемые друзья, коллеги-юристы, адвокаты и все, кому не безразлично состояние верховенства права и независимости адвокатуры в Украине. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 5 июня 2026 года, пятница. В этом видео я подробно разберу достаточно показательную ситуацию, которая произошла сегодня на заседании квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Винницкой области в отношении адвоката Ларисы Сергеевны Криворучко. Эта история далеко выходит за рамки рядового дисциплинарного производства и стала яркой демонстрацией того, как внутри адвокатского самоуправления могут решаться базовые принципы процесса, его справедливости, вопросы состязательности и вопросы права на защиту как адвокатов, так и рядовых граждан Украины. Накануне сегодняшнего заседания КДКА Винницкой области комиссия приняла решение разрешить Ларисе Криворучко, а также ее представителям участвовать в заседании в режиме видеоконференции. Сторона защиты, имеется в виду Лариса Криворучко и ее адвокаты, была полностью готова, однако уже сегодня, 5 июня 2026 года, сразу после начала заседания, член комиссии Путилин сообщил, что принято протокольное решение. Решение состоит в том, чтобы отключить всех адвокатов, в том числе и Криворучко, и ее адвокатов, от видеоконференции заседания КДК и вести таким образом рассмотрение производств, дисциплинарных производств в отношении адвокатов, в том числе и Криворучко, в их отсутствие. Давайте посмотрим диалог, который наглядно показывает, как меняются правила прямо по ходу процесса и без всякого предварительного уведомления. Нет, подождите, как это ви без мене проводите засідання? Я вам повідомив все. Зараз ми слухаємо справу. А чому ви від відеоконференції не вмикаєте мене? Тому що ви прошлий раз не були задоволені тою відеоконференцією, яка проводилась, і проводимо... Але ж в будь-якому разі моє клопотання про ВКЗ задоволено під час участі в КДК Вінницької області. Це не я вирішую. Все. А хто вирішує це? Таке рішення я не отримувала станом на зараз. Воно протокольне. В смислі протокольне. Я маю право участь в засіданні КДК Вінницької області. Я вам повідомив. Рішень, в смислі ви повідомили. Тоді прийміть телефонограму. Прийміть телефонограму зараз тоді і оформіть. Це телефон, який у вас в реєстрі перебуває. Євген Вікторович Путілін. Повідомте, що без мене засідання КДК не проводили. Хай мене підключать зараз. Що це таке? Наберіть, там є секретар, вона вас... Продиктуйте, будь ласка, номер телефону. По інтернету подивіться, будь ласка. Якщо ви член КДК, а ви член КДК Вінницької, продиктуйте, будь ласка, телефон, тому що ви сидіть на ВКЗ. Повідомте засідання, щоб без мене не проводилось, тому що це буде порушення. Друзья, мы прослушали диалог. Теперь можем даже посмотреть скриншотики смс, которые отправила Лариса Сергеевна Криворучко в адрес Винницкой КДК. Значит, она тут говорит, что она
не получала никаких решений КДК об отказе в проведении заседания в режиме ВКЗ, то есть связи онлайн. Она говорит, что она имеет право на участие в заседании и ждет участия в онлайн-режиме, требует, чтобы заседание не проводили без ее участия, и сообщает, что отказов в проведении в режиме ВКЗ заседания КДК не получала. Ну, дальше, значит, то же самое требование, можно сказать, ну, я не хочу сказать, что это сопли, да, и слезы, слюни пускает, но вот как-то так оно выглядит, да. И вот опять то же самое, значит, 3 смс-ки, ну, видите, тут 11:09 примерно время. Значит, эти сообщения, этот разговор и эта переписка демонстрируют, насколько внезапно, ну, для Ларисы Сергеевны Криворучко все произошло. Ну, а теперь о важном для нас, друзья, для тех, которые следят о деле об убийстве Ирины Фарион, который рассматривает Шевченковский районный суд города Львова, где Криворучко выступает в качестве адвоката обвиняемого Вячеслава Зинченко. Значит, что стало предметом рассмотрения по версии самой Ларисы Криворучко ее дисциплинарного дела Винницкой КДК. Вот как она описывает ситуацию. Значит, 5.6 КДК Винницкой области назначила рассмотрение дисциплинарного дела в отношении адвоката Ларисы Криворучко без состава дисциплинарного проступка. Ну, то есть она говорит, что состава не было. Ну, во всяком случае, ей этот состав проступка, ее проступка неизвестен. Ей сообщили, что это Криворучко интерпретация, что она задает неудобные вопросы по делу Вячеслава Зинченко, по убийству Ирины Фарион, и, значит, выявляются неправомерные существенные нарушения в данном деле со стороны Ларисы Криворучко, и это является неудобным для системы правосудия. Но опять же отмечу, что именно вот эта ситуация, этот предмет рассмотрения, это интерпретация повестки того заседания, в котором Винницкая КДК рассмотрела дело, дисциплинарное производство в отношении Ларисы Криворучко. Ну, естественно, Лариса Криворучко должна знать, в чем же состоит предмет, и предмет не может состоять в том, что она задает неудобные вопросы по делу Вячеслава Зинченко. Какое отношение вообще КДК Винницкой области имеет к производству, которое осуществляется во Львовской области, с учетом того, что сама Лариса Криворучко, она числится по Киевскому округу города Киев как адвокат, поэтому не может вот такая повестка быть предметом рассмотрения. Но тем не менее Лариса Криворучко в своей статье, в своем фронте антикоррупционном, значит, сообщает, что именно ее поведение в деле об убийстве Фарион является предметом этого дисциплинарного производства. Значит, таким образом, адвокат Криворучко считает, что дисциплинарное преследование инициировано не из-за реального нарушения, а именно
из-за ее, ну, якобы, да, скажем так, из-за ее активной и жесткой позиции в этом вот резонансном уголовном деле об убийстве Ирины Фарион. И таким образом, друзья, во всяком случае, как бы то ни было, да, было ли это предметом рассмотрения или не было, важны последствия этого заседания. Последствия в виде возможной остановки действия свидетельства Криворучка о праве на занятие адвокатской деятельностью для дела Зинченко-Фарион. Следующее заседание по этому делу, дело об убийстве Фарион, запланировано уже на 15 июня 2026 года, то есть через 10 дней. Если действие адвокатского свидетельства Ларисы Сергеевны Криворучко будет остановлено, то она таким образом фактически лишится права участвовать в процессе как защитник. И это создаст серьезные проблемы. Суд может быть вынужден отложить заседание для поиска нового адвоката или решения вопроса о замене защитника. Также права обвиняемого Вячеслава Зинченко на квалифицированную юридическую помощь и полноценную защиту будет таким образом существенно ограничены, и любые решения, принятые в отсутствие полноценного адвоката или с новым защитником, которому потребуется время на ознакомление с огромным объемом материалов, могут быть в дальнейшем обжалованы, как принятые с нарушением права на защиту. По сути, остановка свидетельства в такой критический момент выглядит как целенаправленное устранение неудобного адвоката, который активно выявляет, по ее мнению, по мнению Криворучко, нарушения в деле. Юридически такие действия КДК вызывают некоторые вопросы. Согласно закону Украины об адвокатуре, адвокатской деятельности и положению о порядке рассмотрения жалоб, адвокат имеет безусловное право на заблаговременное и надлежащее уведомление, участие в заседании лично или дистанционно, а также на соблюдение принципов состязательности и равенства сторон. Рассмотрение дела без участия лица и без должного уведомления о смене формата заседания является грубейшим нарушением, которое практически гарантированно приведет к отмене этого решения КДК в суде. Но, тем не менее, Лариса Криворучко категорически, как мы видели, требовала отложить заседание и не проводить его без ее участия, без участия ее адвокатов. Но, судя по всему, друзья, это ее требование было проигнорировано. И на сегодняшний день официальное решение КДК Винницкой области пока публично не озвучено. Комиссия его не объявила. При этом, по имеющейся информации, действие свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью Ларисы Сергеевны Криворучко, вероятно, уже остановлено или будет остановлено на основании результатов этого заседания. Полный текст решения КДК, скорее всего, опубликуют позже, через 2-3 дня. Мы видим классическое нарушение статьи 6 Европейской конвенции о правах человека. Предыдущие решения против Ларисы Криворучко уже неоднократно отменялись судами, в том числе Верховным судом, с высокой вероятностью и это решение ждет та же судьба, то есть отмена. Но пока суд до дела, как говорится, адвокатское свидетельство Криворучко может быть остановленным, и таким образом право на защиту Вячеслава Зинченко опять же будет под угрозой.
кто будет следующим адвокатом? Ну, весьма вероятно, что могут, опять же, привлечь к делу адвоката Немировского, который знаком с материалами дела, каким-то образом следит за его ходом и может согласиться, но не на условиях Криворучка, которая ведет его про боно, то есть как волонтер, бесплатно, а действительно за реальную плату. Вот. Может быть и другой адвокат, может и бесплатный адвокат быть назначен судом для Зинченко. Во всяком случае, без адвоката его не оставят. Ну, я хочу напомнить, друзья, что совсем недавно я выпустил видео о том, как Лариса Сергеевна Криворучка отнеслась ко мне, да, который, к юристу, который освещает ход дела об убийстве Ирины Фарион. Я несколько раз ее набирал в телефонном режиме, она отказывалась со мной общаться под различными предлогами, бросала трубку, там потом, ну, относилась ко мне, ну, с таким вот, с пренебрежением, да, к моей просьбе пообщаться, там, выяснить какие-то вопросы о правовой позиции, но Лариса Сергеевна игнорировала мои просьбы, и вот теперь, значит, она попала вот в такой вот передел, можно сказать, когда ее право, ну, законное право, я с этим не спорю, было ограничено Винницкой КДК, ну, каким-то таким вот хитрым образом. Целью, конечно, вполне, пока оно будет оспариваться в судах, значит, Лариса Сергеевна не сможет работать адвокатом. Ну что ж, как говорится, Лариса Сергеевна, не нужно быть такой вот заносчивой, да, то есть отказывать в общении по телефону рядовым гражданам Украины, в том числе и членам юридического сообщества, в том числе и мне. Вы так, значит, царственно ходили там по Закарпатской парафии, значит, поздравляли всех с Троицей. Ну, наверное, это было в тот день, когда эту Троицу празднуют УПЦ МП украинская, да, то есть, наверное, вы являетесь прихожанкой именно храмов Московского патриархата в Украине, хотя я точно этого не знаю, да, вот, но тем не менее, да, вот вы как-то так вот со всем уважением относитесь к КДК, значит, в суде ведете себя совершенно по-другому и совершенно пренебрегаете, значит, ну вот такими коллегами, например, как я, как юрист. Поэтому, ну вот, что ж, можно вам, конечно, посочувствовать, да, в этом, во всей этой ситуации, но, как говорится, может быть, это и вам пойдет на пользу, да, вы будете понимать, каковы результаты вот такого вашего пренебрежительного отношения к людям. Я, друзья, продолжу внимательно следить за делом. Как только решение КДК появится, сразу сделаю его детальный правовой анализ и призываю всех юристов, адвокатов, неравнодушных граждан держать этот кейс на контроле. Широкая огласка – это сейчас один из главных инструментов защиты, обвинения потерпевших в деле об убийстве Ирины Фарион. Если вам важно верховенство права в Украине, делитесь этим видео, пишите свое мнение в комментариях. С вами был юрист Валерий Табаков. Подписывайтесь, ставьте лайки. Справедливость нужно защищать и поддерживать. Поэтому просьба и донатить, не стесняться. Реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео
комментарии. Спасибо за внимание. До новых встреч.